Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим, какие события произошли, какие новости и какие движения ожидаются сегодня на вечерней сессии. Так, начнем с того, что сегодня произошло историческое событие. Сегодня «Газпром» переписал исторический хаи 2008 года. И Сбербанк, кстати, тоже переписал. Вообще такая ситуация, она достаточно редка, когда два таких гиганта одновременно срываются с тормозов и летят наверх. Последний раз такая картина была в 2008 году, в мае, накануне великих потрясений с Lehman Brothers. Так, давайте перейдем к новостям. С «Газпромом» все понятно. Россия сокращает расходы на космос. Тенденция достаточно такая пугающая, потому что все расходы сокращаются, увеличиваются только на содержании всяких военных штук. Это всегда было предвестником каких-то потрясений. Так, далее. Оператор начал заполнение газом первой нитки Северного потока. Но смотрите, текущие обстоятельства таковы, что «Газпром» могут утащить значительно выше. 450 и 500 могут даже не быть пределом в текущих условиях. Так, нефть Brent, превысил 81. ОПЕК не хочет договариваться, идти навстречу, снижать сокращение добычи. Но такая цена, она вполне для ОПЕК плюс комфортна. И для России проблема только заключается в том, что такие цены на энергоносители, они разгоняют инфляцию издержек. И в ближайшее время мы увидим коллапс мировой экономики. Весьма вероятно. Так, интересный такой момент. Новак высказался о текущих ценах на нефть. Рынок всегда объективно отображает ситуацию. Рынок-то всегда объективно отображает ситуацию. И действительно, спекулянты, на которых чуть что сразу начинают ссылаться, спекулянты это вызвали. Нет, спекулянты, они действуют как катализатор. Они всего лишь ускоряют оба процесса, и прямой, и обратный. Реальный двигатель вообще всего, что происходит, это соотношение спроса и предложения. Но здесь, как говорится, дьявол кроется в мелочах. И эти мелочи в данном случае заключаются в том, что есть товары, которые друг по отношению к другу являются сублиматорами, заместителями. Например, нефть и газ, уголь и газ, уголь и нефть. Соответственно, здесь, в зависимости от того, что происходит с одним товаром, это влияет и на рынок другого товара. Поэтому, рынок объективно отображает ситуацию. Но вопрос только в том, какие компоненты, торгующиеся на рынке, это затрагивает. Если таких товаров много, то, соответственно, они друг на друга оказывают влияние. Создали перекос в угле, это отобразилось на газе, это отобразилось на нефти, и пошло-поехало все одно за другим. То есть фраза «рынок всегда отображает ситуацию», она фундаментальна и бесспорна, но нюанс заключается в том, что в этой ситуации может быть закопано много различных предметов, которые взаимосвязаны. Так, друзья, далее, то, что касается курса российского рубля, новости относительно доллара и евро. Смотрите, Центробанк, получается, для Минфина каждый день покупает валюту в связи с бюджетным правилом, которое гласит, если нефть выше 43 долларов за баррель, избытки сразу сметаются и в так называемую кубышку в виде валюты или различных бумаг валютных долговых складывается. Здесь какой есть нюанс? Нюанс заключается в том, что эти деньги, они замораживаются, не работают. С другой стороны, если их во что-то вкладывать, то, что связано с производством, с различными механизмами воспроизводства прибавочной стоимости, здесь, соответственно, нужен очень четкий механизм отслеживания, как они будут вкладываться и как они будут работать, или они просто исчезнут, и все. Такое тоже может быть, и поэтому есть определенная логика в том, что валюту в данной ситуации, в данной стране ее складывают и накапливают. Но на самом деле ситуация в экономике такова, и в мировой, и в российской, что накопление валюты в части ожидания кризиса, оно тоже вполне оправдано. Поэтому здесь возникает такая дилемма. То ли валюту скупают в ожидании кризиса, и ужас грядет, то ли это просто формальный подход. С моей точки зрения, кризис, потрясение
грядут, и поэтому создали такой формальный подход, который позволяет все деньги выгребать и куда-то складывать. Так, друзья, далее, если переходить к западной повестке дня, то здесь получается ключевых момента, которые всех тревожат, их три. Первый – это энергетический кризис. Второй – это ситуация с китайским застройщиком Evergrande. Сегодня торги акциями приостанавливали. Ну, там в Китае праздники. Я думаю, в связи с этими праздниками, чтобы людей не будоражить, приостановили. Но, как правило, такие действия, приостановка торгов, они потом ситуацию только ухудшают. К сожалению, это так. Так, ну, в Турции ситуация ужасная с инфляцией. Там уже фактически все идет дело гиперинфляции. Галопирующая инфляция, рубеж, я так понимаю, пройден. Ну и вообще, если посмотреть общую тенденцию развития, мы с вами видим, что с учетом того, что происходит, и объективно исходя из тех данных, которые с разных стран поступают, цены на товары, на продовольствие, то, что вообще как бы вокруг происходит, стоимость автомобилей, товаров, услуг, то есть все идет к тому, что развивается гиперинфляция в ближайшее время. Это, конечно, мировой тренд, но в отдельных странах это будет ощущаться больше, чем во всем мире. В Турции уже процесс пошел, ну, Россию, я думаю, он затронет тоже очень существенно. Ну и по сути та ситуация, которую сейчас мы видим, которая на российском фондовом рынке, на мировом фондовом рынке, идет перекладка в энергетический сектор. Кто-то говорит, пришел новый суперцикл, ну, может быть, новый сырьевой суперцикл и пришел. Вопрос только в том, насколько долго этот новый сырьевой суперцикл, так называемый, продлится. Подобные экспоненциальные росты, они приводили к тому, что потом сразу наступал обвал. Так, друзья, переходя к графикам, ну, смотрите, цены на газ. Но здесь месячный таймфрейм, судя по всему, все идет к тому, что будет закрепление в районе 6,5, и после этого будут переписаны исторические хаи, которые были в 2008 и в 2006 году. Ситуация на самом деле очень тяжелая, если это произойдет, потому что с учетом уже той инфляции издержек, которые есть, еще и подобное движение в цене на газ, оно вполне возможно приведет к коллапсу. Поэтому с точки зрения вообще как бы ситуации в экономике и того, что происходит, было бы оптимально, если бы вот эта точка роста, она была последней, отсюда был бы разворот и коррекционный откат или просто откат в район 3,5-4. Вот сюда вот это было бы оптимально. Но, к сожалению, всегда события развиваются по наихудшему сценарию, и весьма вероятно, что мы после закрепления увидим отсюда дальнейший рост. Да, это вызовет значительный прирост стоимости акций «Газпрома», «Сбербанка», «Новатэка» и других российских акций. Но надо четко понимать, что остальные товары, которые производятся, они плотно связаны с ценами на газ, нефть и так далее. И это приведет к тому, что мировая инфляция, она просто улетит в космос. Речь уже будет не о том, что Пауэлл будет интеллигентно заявлять, что вот, ну вы знаете, на самом деле мы думали, инфляция она все, она не все, а тут как бы уже просто будет вторая космическая скорость и выход на орбиту. Так, друзья, давайте посмотрим индексы. NASDAQ, месячный таймфрейм. Ну, здесь мы видим, что развивается негативная ситуация. По ходу месячный таймфрейм указывает на начало обвала. Но таких ситуаций уже несколько раз было, и их проходили. Каждый раз была паника, каждый раз все говорили ужас, ужас, все закончилось. Но, тем не менее, ситуация каждый раз как-то отыгрывалась. Позиции SOT и FTSE указывали на то, что коррекционное движение по NASDAQ, оно вполне может произойти. Ну и на текущий момент вообще по закону жанра должна произойти перекладка в энергетический сектор, в другие компании. Уже после этого все будет готово к тому, чтобы разразился полномасштабный кризис. По NASDAQ пробит ключевой уровень 14500. Соответственно, если в ближайшие дни не будет затягивания выше этого значения, то здесь весьма вероятно, что с достигнутого уровня 14200 разовьется следующая волна движения, у которой цель будет 13250, а дальше посмотрим, куда
выведет кривая дорожка. Так, друзья, далее DAX. Здесь тоже ситуация очень непростая. По сути, DAX подходит к роковому диапазону, пробитие которой уровень 14800 придет к тому, что это, скорее всего, вызовет обвал немецкого фондового индекса и рынка. Соответственно, здесь тоже ждем, как вот эта ситуация разрулится, будет, не будет пробивающее движение. Если не будет, то все окей. Если оно будет, то летим ниже, и весьма вероятно все произойдет тогда до Рождества и до Нового года. Вот. Но я думаю, все-таки ситуацию как-то должны привести в чувство и удержать. Так, далее Baltic Dry, торгуется он на хаях и падать даже не думает. Так, друзья, ну здесь VIX далее у нас идет. Действительно, здесь ситуация очень и очень такая непозитивная, скажем прямо, потому что идет поджатие к уровню 24,5-25. Соответственно, пробой этого уровня и закрепления весьма вероятно будет свидетельствовать о том, что началась волна распродаж на фондовых рынках. Переходя по VIX на часовой таймфрейм, видим, что вот здесь есть определенный диапазон 24,5-25,7. Пробой этого диапазона, соответственно, рынки укладывает весьма вероятно, но если не на дно, то на очень сильный коррекционный откат. Так, друзья, далее S&P. Здесь ситуация очень интересная, потому что, несмотря на весь трэш, который вроде бы может произойти, тем не менее, вот уровень 4280, последний рубеж, его здесь удерживают. Соответственно, если этот уровень сегодня устоит, то мы увидим консолидацию и отскок к целью движения на 4350. Так, друзья, далее криптовалюта, эфириум. Давайте здесь недельку возьмем, посмотрим глобально. Ну, на текущий момент пошло движение, цель которого переписать вот этот хай. Критерий того, что это движение на этой неделе, ну, либо в течение месяца происходит, это удержание уровня 3150. 3100-3150, вот этот диапазон. Если этот диапазон будет пробит, то здесь начинается затяжная консолидация, либо идет коррекционный откат. Если он не пробивается, то отлично, в ближайшее время увидим движение на переписывание вот этого исторического хая. Ну, не часы там, не дни, а тут будет измеряться неделями, возможно, месяцем. Так, друзья, далее золото. Несмотря на то, что соты весьма пессимистичны, по золоту недельный таймфрейм указывает на начало движения, у которого ближайшая цель будет в районе 1814 долларов за тройскую унцию. Так, ну и вот часовик достаточно моторный. Здесь что можно сказать? Ну, весьма вероятно, закрытие будет вот в этом диапазоне 1765-1775. Вот здесь вот сегодня была попытка по золоту высадки, но эту всю попытку, как вы видите, полностью выкупили. Удержали в диапазоне, и, соответственно, сейчас здесь развивается попытка закрепиться в новом диапазоне и продолжить движение наверх. Так, друзья, далее нефть. Ну, смотрите, здесь, похоже, идет сейчас игра с целью отработать 84. Вот эта цель, если будет взята, то тогда весьма вероятно, по факту ее взятия, если пойдет объем, то движение на 94, что будет в ближайшее время. Если с текущего уровня будет откат с пробитием 76,1, то вся эта конструкция весьма вероятно сломается и нефть пойдет вниз. Так, ну и по часовику сейчас, если пробитие происходит 80,7, то мы возвращаемся вот сюда, вот в этот диапазон 79-79,5. Пока что больше факторов указывает на то, что будет консолидация выше этого значения и продолжение роста. Если пробой 87 возникает, то уходит сюда. Но более вероятно удержание в этом диапазоне и последующий рост. Но рост уже, наверное, завтра, сегодня будет консолидироваться. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну, смотрите, 72,5, как тройка-семерка, туз, магический уровень, ниже не дают идти. Ну, в смысле доллару. Ну и переходя на часовик, смотрите, было тестирование 72,4, но на самом деле не допадали. Если сегодня будет повторной задеркой пробитие этого диапазона, то мы сегодня либо завтра с утра увидим движение, цель которого будет
72,1, 72. Но сейчас наиболее вероятно будет коррекционный отскок, у которого цель будет тестирование уровня 72-75. Парадокс заключается в том, что, ну, во-первых, при таких ценах на нефть рубль должен быть значительно дороже по отношению к доллару, это раз. И кроме того, что когда начинается укрепление рубля, вот эти все сделки, которые на укрепление рубля, они идут без особого энтузиазма. То есть просадки доллара, они происходят, но когда начинается рост доллара, то ну, здесь можно сразу диагностировать, что доллар очень активно кто-то скупает. Все признаки этого есть. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, несмотря на фантастическое движение в энергоносителях, как вы видите, все застряло в районе 177 тысяч. Соответственно, если здесь у нас не возникает сегодня-завтра пробоя, то вот это все движение, оно ломается, идет откат на 175 500 и потом на 174. Соответственно, удержание этого диапазона приводит к тому, что у нас отсюда развивается пробой и движение для начала на 182 500, первая цель. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные активы, основные идеи. Спасибо за внимание, успешных торгов, хорошего вечера.